Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, я приветствую вас на канале Таро Инспирационы. Таро прогноз, гороскоп, декабрь 2023 года. Последний месяц уходящего года. И мы подводим итоги и уже строим планы на будущее. В декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад, сравнивать, анализировать, какие-то прежние ситуации проигрывать. И эти размышления для нас совершенно необходимы, чтобы сделать, может быть, важные выводы или принять в чем-то окончательное решение. И такое состояние будет отчасти обусловлено ретроградностью планет. И первые две планеты, о которых хочу сказать, они уже в течение последних месяцев в стиле движения ретро находятся и в знаке зодиака Телец. Это Юпитер и Уран, мои дорогие. Поэтому какие-то перемены они неизбежно будут. И еще одна планета, которая к ним присоединится, это будет Меркурий 13 декабря, тоже в ретро-движении, но в знаке зодиака Козерог. Что примечательно, год 23 начался, когда Меркурий был в ретро и тоже в знаке зодиака Козерог, и завершается тем же. Поэтому и вот мы как будто вспоминаем, какие планы мы ставили на начало года, что мы хотели осуществить, в чем мы участвовали, где мы потратили силы, энергию, средства, может быть, финансы, и каким эквивалентом нам это отозвалось, или что мы в итоге получили. Это необходимо для того, чтобы какой-то реванш взять уже на 2024 год. Вот у нас сегодня две колоды. Колода золоченого Таро, и мы дополним по основным сферам жизни. А давайте на колоде Таро иллюминатов. Люблю эту колоду, но давно как-то она не участвовала в наших раскладах. Она богата символикой. Вот давайте на иллюминатах мы спросим важное событие для вас. Или что будет в декабре в приоритете. Или какое-то настроение, может быть, ваше. Итак, для скорпионов декабрь. Если мы сказали важное событие, то вторая карта, что будет радовать или что будет помогать. С какими неожиданностями вы можете столкнуться? Какие возможности будут для вас? Давайте достанем такую карту. Что скрыто? Чему можем не придать значение, как и сами, так и где-то люди могут скрывать. Вот узнаем. И по основным сферам жизни достанем три карты также. Итак, дело, работа, бизнес для вас. По финансам денежная энергетика. И что нам скажут, раскроют карты в личной жизни. Итак, важное событие или что будет в приоритете? Деньги, мои дорогие. Ваша самодостаточность, контроль над всем, когда я доволен. Холодная карта и при всем при том очень значимая, когда мы достигаем того, чего мы хотим, когда мы довольны собой, своей жизнью, так вот в целом, по каким-то важным позициям, когда я могу собой гордиться. И я с уверенностью смотрю в будущее. У меня как будто все просчитано. Когда я допускаю, что события могут принять какой-то неожиданный оборот, но меня это не выбьет из колеи. Я так или иначе, это уверенность в себе, понимаете? И, безусловно, девятка пентаклей – это про деньги. И отчасти мы где-то на пороге перемен, правда. Любая девятка по нумерологии – как раз пороговое значение. Перемены неизбежны, но у вас радует именно ваша самодостаточность, мои дорогие. И это в центре внимания. Вы и ваша личность, когда удается что-то. Хорошо, что будет радовать? И еще какие-то перемены, правда? Тут как преддверие перемен. А здесь вот они сами, колесо фортуны. Мы надеемся, правда, сами на себя. Нет тут, знаете, ва-банка. Вообще, надо сказать, на последующий, ну, где-то на 20-летний период с учетом Плутона по Водолею. Он в Водолее окончательно будет с 24 года. Нет места риску, потому что даже те дела, которые, знаете, вот такие сомнительные, скользкие, которые раньше, может быть, прокатывали, да, проходили где-то. Или есть такое выражение, не самое красивое сходило с рук. Но мы все люди, всякие бывают ситуации. Так вот, даже как будто рисковать собой и участвовать в подобном на последующий период лучше не надо, потому что, может быть, 5 лет пройдет,
И словно какой-то бумеранг к нам может прийти, и нам придется заново какой-то вопрос решать. Поэтому риск должен быть исключен. Вот, наверное, как по этой девятке пентаклей все расчетливо, все где-то до деталей продумано, и все держим под контролем. Вот так. Но по колесу фортуны в этой колоде тоже это как возможности какие-то. Может быть удача, может быть как вопрос решить, ведь это старший аркан, может быть для кого-то новая встреча. Или поворот событий, ну, в любой сфере жизни, который для вас открывает все равно что-то новое, элемент каких-то возможностей. И вас это, безусловно, будет радовать и помогать. Нет застоя, мои дорогие, полный драйв. Отчасти по этой карте, если мы что-то, ну, как будто к нам приходит в виде предложения, новости, чего угодно, мы должны откликнуться. Чего-то мы не сможем отложить на потом. Хотя по девятке пентаклей мы специально что-то не ускоряем. Но, видимо, и ускоряться-то не надо, потому чтобы, когда вот что-то подобное приходит на наш порог, мы могли переключиться и уделить столько времени решению определенного вопроса или нашего участия в какой-то конкретной теме, деле, в событии, сколько потребуется. Давайте мы посмотрим дальше, с какими неожиданностями вы можете столкнуться. Вот у вас будет интересный декабрь месяц. Что-то может ускориться, мои дорогие, как я только что говорила, а что-то может встать на паузу. Или по этой карте, обратите внимание, под карта повешенного, что у нас? Тупик. Мы не должны согласиться, вот то, что я говорила, на двойственное какое-то состояние, когда нам не сказали ни да, ни нет, что-то пообещали, и все замерло. Выйти из тупика, не находиться в роли жертвы, собой не рисковать в первую очередь, об этом нам говорит карта. Что-то просчитать. Вы люди интуитивные, где-то как раз вы сумеете подвохи все увидеть, просветить рентгеном, кого следует, и не оказаться вот в такой ситуации, когда, вот я говорила, и через какое-то время может нам прилететь словно вот такая обратка. Увы, так бывает по этой карте именно. С другой стороны, может быть, это вы будете из создавшегося положения где-то искать выход в той или иной сфере в вашей жизни. Как будто вот мы шли, и мы дошли до предела, уперлись в стену, и нам либо направо, либо налево. Вот. И как прежде уже не будет. Вам придется, может быть, какую-то стратегию, тактику менять. Или, в принципе, карта говорит о том, что возможны задержки чего-либо. Это, ну, неожиданность какая-то. Или сама по себе по ритму жизнь в декабре будет то ускоряться, то замедляться. Но это старшие арканы, у каждого по-своему. Давайте мы посмотрим возможности. Ух ты, еще один старший аркан. Мои дорогие скорпионы, у вас всегда что-то очень интересное. По иерофанту это то, что как будто по закону, по вселенским законам и по небесным законам. Это то, что прописано словно в небесных скрижалях по нашей судьбе, книги судьбы. Безусловно, по этой карте проходит как оформление каких-то важных документов, получение должностей, учеба проходит. Вы можете быть вот тем самым учителем, духовным наставником по тем или иным вопросам. Ваша сама по себе возможности, как не просто построить карьеру, а если вы, к примеру, еще занимаетесь именно преподаванием, то вообще какой-то квантовый скачок по карьерной лестнице можно совершить. Или для кого-то из вас в личной жизни по этой карте идет вплоть до венчания. Это то, что по законам, это то, что мы получаем как результат. И с другой стороны, для кого-то из вас новое обучение, какая-то новая стезя, может быть, открывшиеся возможности вам как раз предоставит ну, что-то важное осуществить в вашей жизни. Самое главное не оборачиваться назад, как будто не ждать, что там, где нам, допустим, или нас словно оставили в неведении, или поставили нас на паузу, не думать, что вдруг та ситуация словно оживет и начнет развиваться. Тут как будто что-то совершенно другое на смену предыдущему может прийти, и это вам словно по судьбе. Когда иерофант, это всегда есть элемент судьбоносности, да, верим мы в судьбу или нет, но как будто это проигрывается. Это всегда, знаете, есть такой еще момент, как будто мы что-то делали прежде, наверное, и нас хорошо, правильно, и нас судьба
или обстоятельства подводят к какому-то итогу. Вообще, эта карта еще и возможности, если мы говорим согласование важных документов в высоких инстанциях, даже на мелком каком-то уровне, когда у нас, во-первых, спокойное течение жизни, во-вторых, чтобы тут не было по ритмам, ускорением или замедлением, но в целом как раз какая-то надежность и по составляющей материальной, ведь иерофант нищий не бывает, поэтому действительно по девятке пентаклей как будто и деньги есть, и дом полная чаша, и вообще у вас все под контролем. Богатые возможности наперед, мои дорогие. И у каждого, опять же, через какую-то свою сферу жизни. Я бы сказала, тут все сферы жизни могут у вас меняться. Может быть, начнется с одних каких-то изменений, а потянет за изменение вас самих, нового качества жизни. Вот что-то такое уже в декабре, как будто вы можете прочувствовать. Давайте посмотрим, что скрыто. Ничего никто от вас не скрывает. Это карта внутренних сомнений, внутренних страхов, какой-то ненужной философии. Девушка, вот этот образ, который изображен на карте, его в действительности нет. Это ей кажется. Она смотрит вглубь себя. Она вспоминает, что там ей не удалось. Где там кто ее подвел, кто ее обманул, кто ее предал. Какие были тяжелые состояния души, как она из этого выкарабкивалась. Но как бы мы тут чего не вспоминали, мы погружаемся еще глубже. И карта говорит только одну фразу: не мешай себе. У тебя сейчас не время вот каким-то, как мрачным мыслям, так и самокопанию, так и былое и думы. Вот это вот совершенно сейчас не нужно. У вас все стоит у причала этого месяца. И поэтому, как прежде-то, уже не будет колесо фортуны. Тут именно идти вперед. И никто ничего не скрывает. Мы просто сами себе можем этих препятствий или страхов, каких-то сомнений добавить. А так помех нет. Но именно искажает нам страх и сомнения реальность. Поэтому, ну, что скрыто? Мы сами себе создадим какую-то неправильную оценку ситуации. Понимаете, мои дорогие скорпионы? Дела, работа, бизнес. О, посмотрите. Девятка пентаклей, десятка пентаклей. Да тут, правда, как вот в декабре, наверное, о комфорте, об уюте собственного жилища мы можем думать, о заработках, точнее, о деньгах уже. Конкретно, что мы получаем в результате заработка, хотя мы это работа больше, да? Хотя по этой карте, может быть, правда, вы будете планировать переезд или оформление, может быть, какие-то касаемые вашего жилья. По этой карте вопросы семьи, вопросы с детьми, с родственниками. Ну, десятка пентаклей — это само по себе благополучие, как вершина, как какой-то итог, который нас радует. Правда, самодостаточность, нечего добавить. Ну и деньги, понятно же. Что же по финансам? Пауза. Удели внимание самому себе. Мы складываем оружие. Я бы сказала, правда, если что-то, тут надо быть внимательному. Что-то встанет на паузу, и просто нужно определиться. Если есть вот этот тупик, ну, значит, выходить из него надо. Или если есть где-то задержки объективные, значит, тоже мудро принять. Что-то мы не ускорим. Может, чиновника на месте не оказалось. Или кто-то вовремя подпись не поставил. Ну, какие-то вот бывают такие задержки, недоразумения мелкие. Ну, по этому поводу эмоционировать точно не стоит. Но и держать руку на пульсе, потому что в любой момент может прийти какая-то оказия очень перспективная. Поэтому и не ускоряйся. Уделить внимание собственному здоровью. Нам карта не говорит, что мы заболели, но иногда она свидетельствует о том, что если была сильная усталость, иммунитет наш падает, и мы больше подвержены заболеваниям. Поэтому мы менее ресурсны, и у вас выпадает на деньги. С одной стороны, как бы зарабатывать, да, деньги мы должны быть, вот опять же, ресурсны. И карта говорит: приведи как и тело, так и мысли в порядок. И сам по себе не ускоряйся. 4, тем не менее. 4 — это всегда стабильность. И пусть это мечи, но, значит, рационально в тратах денежных. Нам сказали, деньги есть. 2 раза как будто нам сказали. 3 с учетом иерофанта. Ну, может быть, распределить нужно вот так в тишине, один на один подумав, куда, чего и сколько. Отчасти можно вспоминать как раз начальный период этого года и анализировать. Анализировать — это значит ситуация, это без эмоций. Эмоции вам сейчас не помощник, помните это. Личная жизнь. Мелкая карта, пятерка пентаклей, и тут 2 момента идут. Недопонимание
или когда, ну, недостаточно финансов, или это количество финансов у каждого по-своему, или, может быть, вы планируете деньги на какой-то свой проект или на какое-то конкретное дело, решение, и для кого-то из вас вот эта прижимистость в вашей семье не может быть оценена по достоинству. Почему праздники идут? То есть могут быть какие-то споры из-за финансов. Или вы будете планировать какие-то подарки, мои дорогие скорпионы, и вам тоже захочется не потратиться, а сэкономить. Вот может быть. И это где-то не будет очень так с восторгом воспринято. Давайте мы с вами узнаем. Ну, если по десятке пентаклей нам все сказали, и тут в целом на все позиции как бы плодотворное время для работы. Хоть для новых начинаний, хоть для того места службы или старых каких-то проектов, тем. Тут все под контролем, и, в принципе, мы остаемся довольны. Давайте мы попробуем просветить вот эту карту, уточнить деньги. Что деньги для вас значат, или в каком количестве, как это будет энергия денежная для вас по основному месту получения заработков или вашего дохода. Хотя карты многое сказали, да. Вы знаете, тут еще нам говорят, что словно у Скорпиона есть план. По тройке Пентаклей мы учимся. Где-то дополняет карту Иерофант, и по Иерофанту мы учимся на чужом опыте. Или правда, мы можем как на курсы пойти, мы можем изучать как законы, мы можем изучать языки, или поставим себе, может быть, как пройти дополнительное обучение по какой-то специализации, но нам это как будто пригодится для зарабатывания денег, понимаете? Всегда тройка Пентаклей – это карта прогресса, и нам отчасти говорят, что деньги в рост. Даже и деньги будут, они к вам придут, нам уже выпали карты. Но есть еще как будто какая-то задумка, которую нужно осуществить. И, может быть, она тоже как-то, ну, когда на данный период времени вам не захочется деньги особо транжирить. Вот такое может быть состояние. Но прогресс по деньгам как будто есть. Или это может быть ваше ремесло, хобби, вы хотите его развить, и какие-то первоначальные вложения нужно сделать, и поэтому вы тоже можете быть отчасти прижимистыми. Ну, это, наверное, для части скорпионов, не для всех, но деньги, безусловно, будут. Но скорпион думает, как больше, как дальше, как улучшить еще что-то. Давайте мы посмотрим новые источники дохода или, может быть, ваше хобби, ремесло. Нужно разобраться по пажу мечей, как работает тот или иной закон. Что-то нужно знать наверняка. Где-то не пребывать в сомнениях, а буквально найти информацию, как по карте Иерофант. Это мы учимся, ищем информацию и учимся на чужих ошибках. Вот эти ключи, я надеюсь, видно, поднесу поближе. Так вот эти ключи, которые изображены, это и есть знание, сила где-то. Или когда мы можем найти, как будто раскопать недостающую информацию, даже если она где-то скрыта. И мы в какой-то конкретной реальности потом в последующем можем применить то, что мы узнали. Как будто сами себе подстелить соломки. И кто знает, перед тем, как в какой-то омут с головой бросаться или начинать какое-либо дело, или продолжать, значит, даже, то тогда следует себя подстраховать, чтобы не было потом какого-то подвешенного состояния. Вот, наверное, сохранять вот все то, что нам сказала девятка Пентаклей, как и статус, и не должно быть риска. Вот риск должен быть на новые способы дохода, заработка, полностью исключен. Не должны просчитаться. Что в личной жизни? Для тех, кто в паре. Хотя в паре нам тоже сказали. А знаете, тут может быть обновление чувств. Нулевой аркан. Хотя для тех, кто в паре, у кого-то проиграется новое знакомство, мои дорогие. И это может быть знакомство, которое по работе. Или пошли решать какие-то вопросы бумажные, да любые. Случайно встретили человека, несмотря на то, что в паре. И такое с вами может быть. Или уже в сложившихся отношениях, ну, какой-то элемент, как будто на новые грани чувственности, может быть, новая алхимия любви. Такое тоже может проиграться. У каждого просто здесь как-то по-своему. Но, безусловно, лично вам это прибавит вдохновения. Вам как будто понравится. Для тех, кто в сложных отношениях. Еще одна восьмерка мечей. Вот у кого-то эта восьмерка мечей, две, посмотрите, сомнений. Стоит продолжать или нет? Надо ли мне или нет? Или... А вдруг будет так, как раньше? Или есть какое-то сожаление?
Если есть, правда, сожаление, и уже, ну, какая-то история не может быть повторена, где уже тупик, мои дорогие, надо выходить из него. Нет смысла что-то еще раз анализировать. Ваша задача идти вперед. Посмотрите, так или иначе, сильная позиция, и значит, вполне вероятно, у кого-то из вас вот по колесу фортуны, и правда, ведь посмотрите, у нас ведь здесь шут изображен. Пусть это для тех, кто в паре, но где-то арканы перекликаются так или иначе, тем более старшие. Шут жонглирует всем зодиаком. И всегда вспоминаю слова Эйнштейна: «Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом». И второй иллюминатов как раз карта шута называется «Хаос перед началом творения». Вот тут, правда, какой-то элемент новизны. И для вас вот это колесо фортуны, как новое знакомство, мои дорогие скорпионы, может проиграться, наверное, независимо от статуса. Да, такое может быть. Поэтому даже для тех, кто в сложных отношениях, знаете, в чем-то надо ставить точку. Вот я вижу только так. А не устраивать себе вот какую-то философию, которая бесконечно вас обесточивает. Она вас как будто уводит в иные миры, которых в реальности нет. А тут есть возможность как раз быть счастливым. Тем более по карте Иерофант. Я могу предположить, правда, какое-то интересное знакомство для кого-то из вас может быть осуществимо в декабре. Давайте для тех, кто один или одна. Король мечей. Неважно, что король. А вы можете как раз познакомиться. Пусть меня смотрят как мужчины, так и девушки. Это просто может быть конкретный вид человек нам выпал. Это может быть человек, рожденный под знаком зодиака, стихии воздуха. Близнецы, весы, водолеи или имеющий там асцендент. Правда, какое-то знакомство может состояться. И может это знакомство состояться действительно, когда вы пошли в банк решать какие-то вопросы. Или в высокие инстанции, к чиновникам. Иногда проходят представители законной власти. Или человек, вы можете обратиться к врачам и познакомиться. Почему нет? Дайте я еще одну карту достану. Что это означает для тех, кто один или одна? Новое знакомство, точно. Может быть, мои дорогие, туз жезлов. И если вы этого хотите, для скорпиона нет ничего невозможного. Стоит только захотеть. И пространство вам, как будто вселенная, будет помогать, вот как по колесу фортуны. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.